Режим продолжает обманывать людей и занижать статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса. Новая волна COVID-19 страшнее всех предыдущих. Треть коек в белорусских больницах уже отдана под заболевших коронавирусом. Минздрав уже приостановил оказание плановой медицинской помощи. Почти у каждого есть друзья, которые болеют опасным вирусом. Почти у каждого есть знакомые, кто перенес ковид в тяжелом состоянии. Все больше новостей о смертях близких от коронавируса. Я уверен, большую часть этих смертей удалось бы избежать, если бы не преступный режим Лукашенко. Режим, для которого важнее бравада и красивые фейковые цифры, чем жизни людей. Введение масочного режима – нужный, но запоздалый шаг. Александр Лукашенко и все те, кто виноват в халатном отношении к коронавирусу в Беларуси, вы повинны в эпидемиологической катастрофе. Вместо того, чтобы мотивировать людей прививаться, пропагандировать социальную дистанцию и ношение масок, вы все хвалились, как классно справляетесь с эпидемией, как весь мир вам завидует. Вы преступники. Вместо того, чтобы спасать людей, вы еще и заражаете коронавирусом заключенных в тюрьмах. Все ваши действия повлекут за собой уголовную ответственность. Вы преступники и лжецы во главе с Александром Лукашенко. Ваша должностная халатность приводит к смертям тысяч белорусов. Сокрытие статистики, ответственность всех, кто обязан давать достоверные данные. Это напрямую влияет на принятие решений людьми по обеспечению своей безопасности и здоровья. Перечислим вам статьи, которые вы должны услышать в суде. Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, до 10 лет лишения свободы. Статья 427. Служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности, до 3 лет лишения свободы. Статья 428. Служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, до 6 лет лишения свободы. Мы требуем показать реальную статистику по заболеваемости COVID-19 и смертности от вируса. Мы хотим знать о реальном положении дел в стране. Мы требуем ввести в Беларуси локдаун и отменить все массовые мероприятия, как это делали все цивилизованные страны до исправления эпидемиологической ситуации в Беларуси. Мы требуем открыть границы для белорусов, чтобы они получили доступ к европейским вакцинам. Мы требуем открыть доступ в Беларусь для гуманитарных миссий. Лукашенко сначала называет ВОЗ мерзавцами, а потом рассказывает на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, что поддерживает организацию, что с коронавирусом нужно бороться вместе. Ханс Клюге, вы что, поверите в это? Тогда проверьте условия лечения коронавируса в больницах, в тюрьмах. Добейтесь от нелегитимной власти реальной статистики по COVID-19. Помогите белорусам со свободным доступом к вакцинам, одобренным ВОЗ. И поймите, Александр Лукашенко в последнюю очередь заботится о людях. Ему нужно удержаться у власти и делать вид, что его считают президентом. Белорусы, наше с вами здоровье и жизни только в наших с вами руках. Пожалуйста, прививайтесь. Даже теми вакцинами, что есть в Беларуси. Это поможет, если не избежать заражения, то перенести заболевание в более легкой форме. Пожалуйста, носите маски в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. Даже если вы чувствуете себя хорошо, вы можете быть переносчиком вируса. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома. Договоритесь с работодателем на удаленку, если это возможно в вашей должности. Постарайтесь заказывать продукты из магазинов домой и не посещать мест скопления людей. Белорусы, вы главная ценность страны. Каждый очень важен. Сохраните себя для новой Беларуси.